Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. И сегодня снова же ответ на вопросы, как мы подвязываем томаты, как формируем и как вот с помощью чего можно их подвязать и удержать такой большой вес. Я уже показывала это в прошлом году, но хотят наши и подписчики, и просто зрители увидеть более подробно. Давайте я вам объясню многие вещи и затем уже на белом фоне подготовила простынь, покажу, как я завязываю вот эти морские узлы. Итак, я формирую вот два стволика, основной и один пасынок, вот они, видите, вот они идут у меня. И когда вначале я вот внизу делаю подвязку, основной ствол делаю, здесь у меня испытательный, здесь у меня больше, у меня здесь 3, но я вот пасынок оставила, хочу увидеть, какая будет урожайность у этого томата. Ну, а сорта гибридах буду чуть позже, когда уже будут результаты, тогда буду рассказывать. Ну вот очень интересный томат. Вот основной удерживает, и нужно подвязать вот второй тоже, затем и третий буду подвязывать. Что я делаю? Я подвязываю вот под этот листик и буду удерживать вот дальше. И здесь то же самое будет. Ну вот сейчас давайте я вам по порядку всего покажу. Вот самое главное, как мне завязать. Использую, смотрите, вот для завязки вот такой шпагат. Беру подороже, потому что он крепкий. Если подешевле, он рассыпается и помидоры падают. Что я делаю? Ну, наверху завяжу, я покажу, как я буду завязывать. Просто, если сложно в воздухе это делать, я вам сейчас покажу. Вот это примерно где-то сантиметров 18, 20, 25 вот расстояние вот этих завязочек, которые мы будем использовать. Я даже просто подготовила сейчас. Смотрите, как это вот делается. Вот этот морской узелок, в который потом вдевается вот то ли завязочка, то ли еще что-то. Вот смотрите, беру вдвое, да, вот так. И вот на этот пальчик и закручиваю. И вот здесь задеваю вот таким образом. Здесь вот завязочку вот такую свободное делаю. И чуть-чуть вот так фиксирую. О! Вот здесь уже будет нормально. Потом я сейчас покажу, когда следующий можно заранее вот себе измерить, какая высота, допустим, будет у помидоров. Еще раз. Вот смотрите, здесь завязочка где-то сантиметров 20. Снова же вдвое. И вот так на пальчик. И вот так. И вот этот узелок. Он очень крепкий и уже не развяжется. Очень крепкий, очень удобно. Очень хорошо вот это удерживает. Нам нужно, вот видите, сейчас еще один завяжу, вот примерно где-то так будет. Еще один показываю. И так можно себе всю вот эту нитку, сейчас мы ее вот на палец правой руки, левой я вот сюда посылаю ниточку и вот так вот завязываю. Здесь так вот фиксирую. И еще одну сделаем. Можете гуще ставить, все зависит от томата. Вот она. И завязали. Вот. Вот так вот. Видите? Ну, а дальше я сейчас буду показывать, что я делаю дальше. Смотрите. Вот у меня проволока. И вот трубы, на трубы установлена проволока. Очень тяжелые томаты. Представляете, 10 килограмм на одном кусте. Здесь вот сколько кустов. Допустим, 10 кустов. И нужно удержать 100 килограммов. Это только один ряд, а 3 ряда, вот 300 килограммов надо удержать. Поэтому вот мы построили теплицу не только для того, чтобы удерживать каркас во время погодных различных неприятностей климатических, то ли снег, то ли град, но это все, особенно снег, чтобы удерживать, или сильный ветер. И сверху вот такая крепкая проволока, и вот к ней я сейчас завязываю. Здесь хорошенько надо завязывать. Обычные узелки. Один. Сейчас второй. Надо чуть-чуть длиннее, можно, чтобы удобно было, потому что выше меня. И третий, чтобы капитально удерживался. Даже мне вот этот узелок сверху надо будет, потому что здесь, видите, они высокие, будут еще вот здесь удерживаться. Итак, идем вниз, идем. Смотрите, здесь у меня не завязано. Я здесь завяжу сейчас еще раз. Уже на весу. Я это делаю уже на весу. Настолько уже наловчилась за столько лет. Здесь натягиваю чуть-чуть.
Следующее, смотрите, помидорка, да, где мне нужно завязать. Я думаю, что вот следующий даже больше у меня. Вот можно здесь вот будет. Сейчас вот под этим листом сделаем. Так. Ну что, одной завязкой это дело не обойдется. Смотрите, вот здесь нижний лист, да? Здесь я буду завязывать. И хочу еще раз зафиксировать вот это. Потому что будет тяжелый вот под этим. Если там внизу все растение растет, значит я вот здесь чуть-чуть ниже листа беру вот этот кусочек и завязываю. Вот снова же этот узелочек такой. Вот. Теперь ножнички. Обрезаю нижнюю часть вот этой веревочки. И фиксирую сначала, вот смотрите, я фиксирую. Одевается очень легко. Одеваю. Если же нету, допустим, вот таких завязочек, просто толстенькую веревочку или не веревку, а вот ткани нарезают. Многие просто используют старые ткани. Должны быть мягкие, простые, не синтетические. И здесь сделаю вот такой вот зазорчик. Потому что они очень быстро растут, бывает не успеваешь их открыть, а они уже пережимаются. И тогда поток питательных веществ и воды очень пережат и не формируется сверху нужное количество этих плодов. Теперь здесь у нас зафиксировано. Теперь я фиксирую следующее. Сюда же одеваю. И смотрите, у меня эта завязка, вот очень важный момент, не с этой стороны, видите, будет свободная, а вот эта завязочка, веревочка, шпагатик должна вот здесь быть. Вот. Видите? И получается, что вот этот кусочек у нас, вот, оно держит, шпагат держит. Вот. Ну, здесь дальше будет снова же, я заранее себе, допустим, есть время, я просто-напросто вот эти завязочки себе подготовила, подрастает, и тогда уже устанавливает. Ну, по стрелке часовой обычно вот так закручиваю. И вот таким образом. Теперь смотрите, рядышком уже было, да? Я сейчас хочу показать так, чтобы здесь еще не фиксировалось. Вот с этой стороны. Вот смотрите, здесь у нас тоже есть веревочка. Только на одном фиксаторе было. Я специально оставила, не фиксировала, чтобы показать. Беру вот этот узелочек, он остается за веревкой. Вот, видите? И здесь фиксирую. Почему так важно здесь зафиксировать? Здесь, смотрите, плоды. Это будет тяжело. Вот, там уже зафиксировано. Кстати, еще один фиксатор надо. Нам надо вот эти плоды удерживать и эти. Смотрите, здесь веревка. И я то же самое делаю. За веревкой. И фиксирую под листом. Под листиком. Вот. Получается, вот этот вес томатов здесь будет удерживаться. Далее вот здесь удерживается. И дальше по всему вот этому шпагату. Вот смотрите, у меня здесь, видите, как завязано. Я то же самое делаю сюда. Завязочку. Если у вас веревочка, тряпочка, тряпочкой можно легко. И здесь же тоже фиксацию делаю. И вот так у меня весь томат, смотрите, здесь могу подготовить, он еще не подрос, так как в течение суток, сейчас уже устанавливается тепло, и в течение суток 15 сантиметров нарастают томаты, то вот лучше, конечно, иметь вот здесь заготовленные веревочки, и вот дальше будет расти, можно будет, когда уже будет готово, поднимется выше. Завтра, послезавтра, через несколько дней я могу снова зафиксировать. И таким образом весь томат, вот эти 10 килограммов будут держаться здесь, созревать себе спокойно. И растение держится, и плоды тоже нормально. И идет поток питательных веществ спокойно, свободно по всем стеблям, к листьям идет и к плодам, к цветочкам, которые вот так формируются. Я надеюсь, что я уже ответила на этот вопрос. Я вам показала, как я эти делаю все вот завязочки очень легко. Этот один из морских узлов. Они хорошо фиксируют, хорошо удерживают. Здесь мощная проволока, мощные трубы. И вот это количество томатов очень легко здесь удерживается. И здесь они ровненько держатся. Вот смотрите, рядышком я уже это сделала. Здесь они тоже, видите,
по 2 завязки. Здесь уже есть. Вот смотрите, зафиксировала тоже. Вот здесь уже за несколько дней, это несколько дней назад, видите, вплотную. Поэтому я сейчас чуть-чуть на один вот так вот опущу, чтобы свободно было. Это очень важно, чтобы свободно. Здесь томаты себе зреют. И дальше тоже томаты себе растут. Видите, один основной стебель у нас идет снизу, а второй стебель, вот он у меня здесь фиксируется. Можно чуть-чуть ниже зафиксировать, у меня здесь веревочки есть. Вот, но здесь фиксация обязательно должна быть всего куста, и они не будут падать. Когда-то мы привязывали на доски, на планочки теплицы, заваливалась сама теплица, и томаты падали. Поэтому сейчас мы вот таким образом в хорошей, мощной теплице выращиваем мощные. Теплицу надо строить для мощных томатов, для урожайных. Не просто для красоты, для зеленой массы, а для того, чтобы получать урожай. И что нам нужно для того, чтобы подрезать? Нам нужен шпагат хороший, нам нужны ножницы, чтобы обрезать, ну и завязки. Завязки, какие вы хотите, какие вы желаете, это все вы сами организовываете. И главное, чтобы потом не пережимало, нужно чуть-чуть отвязывать. Поэтому на бантик завязывайте, если у вас будут какие-то завязки из старых тканей каких-то. Желательно не лучше простые ткани. И, естественно, потом уже их будете выбрасывать. Я же этими пользуюсь несколько лет. Ну что ж, Раиса Горяченко и Александр Волик подготовили ответ на ваши вопросы по поводу подвязки томатов. Мы прощаемся до следующего видео. Прощаемся с вами. Желаю вам всего доброго, крепкого здоровья, ну и хорошего урожая ваших любимцев томатов. Пока-пока.